Исходная таблица является одним из мощнейших инструментов для аналитики данных. На сегодняшнем занятии мы рассмотрим, как нам найти одновременно сумму, среднюю и количество. Допустим, если у нас средний чек один и тот же, тогда это не имеет значения. А если средний чек разный, тогда получается количество продаж может быть разное. Для этого мы переносим наше поле 3 раза в поле значений и выбираем по каждому из полей среднее, количество или же сумму по умолчанию. Также в сводной таблице мы не имеем права два поля называть одинаковыми именами. Поэтому если нам нужно написать два имени, которые будут содержать одно и то же название, мы можем просто взять и поставить пробел в конце другого. Или же поставить цифру, чтобы их разграничить. То есть по умолчанию в Excel нельзя написать два поля с одинаковыми именами. Для того, чтобы удалить поля, нам необходимо просто их перенести в пустую область таблицы. Далее, к примеру, нам необходимо найти детали отчета по Спиридонову, то есть сколько товарищ Спиридонов у нас заправлялся, в какие дни. Для этого нам необходимо два раза щелкнуть в левое поле таблицы со значением. Создаться новый лист, в котором мы сможем посмотреть основные характеристики. Если мы перейдем в конструктор и поставим строка итогов, то для каждого столбца у нас будет доступна сумма, средняя, меньшая, большая, максимум и минимум. Следующая задача относится к стилю сводной таблицы. Для того, чтобы у нас появились границы, нам необходимо поставить чередующиеся строки и чередующиеся столбцы. То есть в данной теме, в которой мы используем, у нас нету просто-напросто чередующихся строк и столбцов, поэтому у нас будут за место чередования цветов чередование границ. Это очень удобно, таблица на глазах преобразуется. Если есть чередование, то таблица будет выглядеть следующим образом. И последняя задача на сегодня, нам необходимо выкрасить в отдельные листы месяцы. То есть у нас будут названия водителей в строках и сумму по чекам. Для этого нам необходимо в поле месяц перенести в фильтры, перейти во вкладку «Анализ», «Сводная таблица» и выбрать параметры «Отобразить страницы фильтра отчета». После чего появится окно с отображением, каких именно фильтров нам нужно выполнить. Выбираем месяц, и у нас появляются три листа с названием месяца. В каждом месяце у нас будет отдельно сумма по этому месяцу, название водителей и фильтры, в которых также мы можем выбрать один из месяцев. С вами был Алексей Полянский. Если у вас остались какие-то вопросы, задайте их под видео или же спросите у своего учителя. Всего доброго, до свидания.